Завершилось заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Главное внимание было уделено подготовке к саммиту ШОС, который состоится в китайском Циндао 9-10 июня. И это будет первый саммит, в котором ШОС уже будет действовать в составе 8 членов, учитывая, что к нам присоединились Пакистан и Индия. Их приняли в члены ШОС на прошлогоднем саммите в Астане, а в Циндао они будут впервые уже полноправными участниками. Мы констатировали, что процесс расширения ШОС и процесс вхождения наших индийских и пакистанских коллег в совместную работу идет успешно, и предстоит еще немало сделать, но мы понимаем, что наши новые коллеги адаптируются весьма и весьма неплохо. Второе, что мы обсуждали, конечно, это повестка дня саммита в Циндао. Приняты за основу документы ключевые, прежде всего декларация саммита ШОС, который будет охватывать все основные направления практического сотрудничества организации и ключевые международные вопросы. Особое внимание и в декларации, и в сегодняшней дискуссии мы уделили международной деятельности Шанхайской организации сотрудничества по продвижению принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств, мирного регулирования кризисов и конфликтов. Эта работа приобретает особое значение перед лицом тех попыток подорвать процессы формирования полицентричного, демократического миропорядка, который мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Последний пример – это агрессивная акция против Сирийской Арабской Республики. И в принятом по итогам сегодняшнего министерского заседания коммюнике этой акции дана принципиальная оценка. Рассмотрели мы и дальнейшие усилия ШОС по борьбе с новыми вызовами и угрозами. Подготовлена для одобрения лидерами государств в Циндао программы действий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы. И на завершающей стадии работа находится по подготовке антинаркотической стратегии Шанхайской организации сотрудничества. Мы сегодня высказались в поддержку активизации деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС, которая делает весьма и весьма полезную работу. В контексте борьбы с экстремизмом, наркотрафиком мы особое внимание уделили ситуации в Афганистане и вокруг него. Всех тревожит укрепление экстремистов, прежде всего экстремистов из так называемого исламского государства, которые проникают в эту страну из Ирака, Сирии и достаточно прочно пытаются обосноваться, особенно в северных районах Афганистана, то есть на границах с нашими союзниками по организации договора коллективной безопасности. И это требует, безусловно, активизации нашей работы по пресечению конфликтных проявлений с территории Афганистана и по содействию политическому урегулированию афганского кризиса. Мы высказались в поддержку итогов Ташкентской конференции по Афганистану, которая в конце марта состоялась в столице Узбекистана, и в ходе которой все участники разделили призыв к началу прямых переговоров между афганским правительством и движением «Талибан», не допуская при этом попыток игиловцев вовлечь в свои ряды отдельных представителей талибов. Была подтверждена линия на активное участие в этих усилиях всех соседей Афганистана. Мы продвигали такой подход в рамках встреч в московском формате. И Шанхайская организация сотрудничества представляет собой очень удобную, естественную площадку для содействия процессам афганского регулирования, потому что в качестве членов или наблюдателей в нее входят и сам Афганистан, и все его соседи. И в этом контексте участники сегодняшних дискуссий приветствовали возобновление работы контактной группы ШОС Афганистан. Ее очередная встреча состоялась в Москве осенью прошлого года, а следующая планируется здесь, в Пекине, в середине мая. Особое внимание на данном этапе мы уделяем процессам экономического взаимодействия. У нас в ближайшее время предстоит подписание
соглашение о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Китайской Народной Республикой с другой. Это событие идет в русле продвижения концепции сопряжения процессов евразийской экономической интеграции и китайской инициативы «Один пояс, один путь», а в более широком плане речь идет, конечно же, о формировании проекта Большой Евразии, большого евразийского проекта, о котором говорил президент Путин в 2016 году еще на саммите Россия-АСЕАН. Международные связи ШОС развиваются и расширяются. Секретариат ШОС установил рабочие отношения, подписав соответствующие документы с ООН, с АСЕАН, с Организацией договора коллективной безопасности, СНГ. В ближайшее время ожидается подписание меморандума о сотрудничестве с ЮНЕСКО и подписание дорожной карты по дальнейшему развитию партнерства ШОС с АСЕАН. Основные итоги нашего сегодняшнего заседания отражены в информационном сообщении, которое, по-моему, уже распространяется. Спасибо. Пожалуйста, какие вопросы? Сергей Викторович, добрый день. Выполняет ли ШОС роль сдерживающего фактора в отношении Запада экономически и политически? И какова вероятность перехода или расширения сотрудничества стран-участниц на военный уровень? Мы не занимаемся сдерживанием, мы отстаиваем принципы международного права и в политической, и в военно-политической, и в экономической сфере. Эти принципы, как я уже сказал, требуют безусловного уважения суверенитета, территориальной целостности всех государств, требуют отказа от попыток вмешиваться в их внутренние дела с чьей-либо стороны и требуют концентрироваться на исключительно мирном характере урегулирования любых споров, любых конфликтов. ШОС занимается сотрудничеством по военной линии, как вы знаете, параллельно с Советом министров иностранных дел, в котором я принимал участие. Здесь прошел Совет министров обороны Шанхайской организации сотрудничества, в заседании которого участвовал министр обороны России Сергей Шойгу. И основные усилия наших военных коллег в тесной координации с нами и под руководством глав государств сосредоточены на повышении готовности Шанхайской организации, всех ее членов, отражать террористические, экстремистские и прочие угрозы территориальной целостности, суверенитету и законным интересам наших стран. Все для того, чтобы эта работа была максимально эффективной, делается, и я уверен, что дополнительные усилия, конечно же, будут приложены. Да. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, обсуждался вопрос после военного восстановления Сирии в плане координации усилий стран ШОС в этом направлении. В том числе, я знаю, что есть такие мысли устанавливать Сирию, в том числе посредством нового банка БРИКС, реконструкции, развития. Ну, это немножко другая структура. Нет, я не слышал о том, чтобы новый банк развития БРИКС принимал на свое рассмотрение подобного рода проекты. Мы знаем, что совсем недавно в Ялте прошел Международный экономический форум, где участвовала делегация Сирийской Арабской Республики, которая представила перечень потребностей страны в восстановительных вопросах с точки зрения внешнего содействия, внешнего участия в этих процессах. Но, как я понимаю, до практического предметного рассмотрения этих задач пока еще условия не созрели. Мы должны, конечно же, завершить антитеррористическую работу в поддержку сирийского правительства на территории Сирийской Арабской Республики, решать первоочередным образом гуманитарные задачи и задачи восстановления базовой инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности. Что касается экономического восстановления, то это займет какое-то время, и я убежден, что здесь нам всем нужно действовать, исходя из интересов сирийского народа и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Говорю об этом потому, что целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии. Соединенные Штаты, я уже об этом не раз говорил, клятвенно нас заверяли, что их единственная цель – это изгнать из Сирии террористов, победить
так называемое исламское государство. Но вопреки своим заверениям, вопреки, кстати сказать, заявлениям президента Трампа, на практике Соединенные Штаты активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить, создают там местные органы власти. Их к этому активно, кстати, поощряет президент Франции, который недавно заявил о том, что США не должны уходить из Афганистана, и вообще американская коалиция должна там оставаться до тех пор, пока они не создадут в Сирии порядок, который устраивает западные страны. Ну, конечно, очевидное вмешательство в внутренние дела, нарушение всех мыслимых норм международного права и приличий. И я очень надеюсь, что вот по итогам наших контактов с французскими коллегами мы все-таки внесем какую-то ясность в то, каким образом мы будем взаимодействовать по сирийскому урегулированию с тем, чтобы соблюдать все правила и нормы международного права и устава ООН. Вчера, как вы знаете, состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции, в ходе которого Владимир Путин изложил наши подходы и подтвердил готовность согласовывать позиции с французскими партнерами. Мы к этому открыты. И говоря о восстановлении Сирии, возвращаясь к этому вопросу, конечно же, нас очень тревожит громогласно заявленная позиция Запада о том, что они не будут никакой помощи оказывать тем районам, которые находятся под контролем сирийского правительства. И лакмусовой бумажкой станет открывающаяся вот на этой неделе в Брюсселе конференция по вопросам помощи, содействия Сирии. Посмотрим, как организаторы этой конференции, прежде всего Евросоюз, как другие западные страны, другие участники, будут себя позиционировать относительно вот предстоящих задач по восстановлению сирийской экономики, сирийского хозяйства. Сергей Викторович, раз уж про западных коллег заговорили, в Торонто прошел саммит глав МИД Большой Семерки, опять объявили о возможных санкциях в отношении России и рассказали про то, что создают специальную группу по изучению поведения России. Вот как вы можете это прокомментировать, что это? Ну, видимо, каких-то серьезных вопросов у них на повестке дня, которые они могут в своем кругу решить, не осталось. Основные вопросы, которые затрагивают и которые важны для международной экономической жизни, в целом для международного сообщества, обсуждаются в других форматах. Политические вопросы, военно-политические вопросы обсуждаются в Совете Безопасности ООН, в целом в Организации Объединенных Наций. А экономические вопросы, конечно же, решаться не могут вне рамок группы 20, где участвуют наряду с «семеркой» все страны БРИКС и многие наши единомышленники. А что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна, и, к сожалению, по этой русофобской, очень скользкой линии пошли и те страны «семерки», которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать. Будем ждать терпеливо, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии. Спасибо, коллеги.